Приветствую вас, друзья! У нас прогноз для знака зодиака Овен. Вторая декада ноября. Давайте посмотрим, что вас ожидает. Мы посмотрим сферу отношений, карьеры, работы, бизнеса, финансов. Также мы получим советы от оракулов. Да, напишите, пожалуйста, в комментариях, нужны вам эти советы, смотрите ли вы их. То, может быть, я попусту трачу и ваше, и свое время. Кипер покажет нам сюрприз, неожиданность. И в конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Овны, вторая декада ноября. Все хочу, чтобы у меня покороче получались, но не отпускают они меня. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой. Оп, у меня 2 пошли. Ваши ожидания. Угу. Что вас ждет в любви, в отношениях, у кого есть? Для тех, кто в поиске любви, ваши перспективы. Работа, карьера, бизнес, у кого есть. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Так, финансы. Что у вас будет происходить в конце этих 10 дней? Совет или предупреждение от Таро? Предупреждение, да? Да, ну непростая у вас декада. В начале этих 10 дней тут борьба какая-то и разочарование. Иногда, она говорит, человек идет к своей цели, преодолевая препятствия. Препятствия могут быть в виде людей, каких-то обстоятельств. Восьмерка говорит, что то ли вы разочаровались в то, за что боролись, то ли вы в этом вопросе зашли в тупик. Может быть, кто-то не одобрял ваши действия, и вы начали сомневаться, правильной ли дорогой я иду. Может быть, мне не стоит вот за это бороться, отказаться от всего этого, поставить какие-то новые цели, задачи. Давайте посмотрим, перед какой сферой. Это может касаться и вашей любви, отношений. Здесь у нас 9 мечей, тут какие-то страхи, переживания. Или, может быть, это касается работы, бизнеса, каких-то ваших планов. Так, по поводу чего здесь? Самое главное, что к концу 10 дней-то у вас все устаканится. Ну, башня, да, тут что-то. Если была работа, вот 2, да, все, не знаю, оставаться здесь, ну, тут что-то, может быть, коллектив какой-то поганенький. Или работа, вот вы бьетесь, пытаетесь что-то заработать, но результат вас не радует. Может быть, это и вообще ваше занятие. Башня говорит, что вот от чего-то вы откажетесь. Вот это башня всегда несет перемены, но это может быть смена планов, смена направления или отказ от каких-то запланированных действий, потому что вы понимаете, сейчас вы этот вопрос решить не можете. Слишком много преград. Это может быть и уход с работы, закрытие бизнеса. Но давайте мы уточним для тех, кто в отношениях или в браке. Почему у вас тут 9 мечей ложится? Из-за чего вы здесь переживаете? Угу. Ну, для тех, кто состоит в отношениях с несвободным человеком, это вот ожидание, когда человек уже примет решение. Страхи – это чувство отчаяния, одиночества, или это переживание за какую-то ситуацию. Может быть, у кого-то здесь беременность неожиданная, у кого-то, может быть, наоборот, ожидаемая беременность. Вот когда этот вопрос решится, может быть, здесь по колеснице нужно будет преодолеть какие-то, может быть, проблемы со здоровьем. Вы знаете, вот у вас в конце этих 10 дней ложится 10 кубков. Из-за чего вы бы здесь не переживали, какие башни у вас тут не падали. Может быть, кто-то переживает, никак у вас не получается куда-то переехать. Это может быть и переезд, смена места жительства по башне. Может быть, кто-то никак не может закончить ремонт или там достроить дом, переехать. Да? Кто-то, может быть, ждет приглашение уехать куда-то, например, всей семьей далеко. Это может быть переезд по работе, а может быть, вы
целенаправленно хотите переехать, ну, как иммиграция. Давайте тогда вот эту башню уточним, да. Вот как мне коротко сделать, да, отшельник? Ну, кто-то тут уходит из отношений. Ждали вы, очевидно, человек не принимал решения, вот это вот в любовном треугольнике, это вырваться из каких-то зависимых отношений. То есть боролись вы за свою любовь, но восьмерка говорит, что вы разочаровались в этом человеке, и вы эти отношения заканчиваете. У кого-то здесь может быть получение наследства. Девятка может говорить, что человек какой-то в вашей семье болел, скорее всего, пожилой. Это может быть известие о получении наследства, или от этого человека идет помощь. Может быть, это ваша мама, там, бабушка. Может быть, человек вам финансово помогает вот куда-то уехать. Так, дайте я вот здесь, может быть, это совершенно разные сферы. Вы знаете, здесь десятка кубков у кого-то в конце и солнце, счастье, да, у кого-то здесь зачатие, рождение малыша, у кого-то свадьба, у кого-то может быть переезд, который вы долго ждали и уже переживали, что он не произойдет. Да, но тут может быть принятие решения вступить в брак. Может быть, реально вы ждали человека, когда он наконец-то созреет. И здесь вы подписываете какие-то документы. Это может быть договор купли-продажи, это может быть брачные обязательства. Это может быть через операцию, наконец-то, зачатие. Может быть, ЭКО, или какой-то специалист. Вот за что вы боролись, и было много, может быть, срывов или переживаний. Может быть, конечно, это касается и работы. Да, здесь вы приходите к какому-то соглашению обоюдному. Но, судя по десятке, соглашение будет хорошее. Поэтому не переживайте по девятке, убирайте эти страхи. Все у вас получится. Хорошо, для тех, кто в поиске любви, ну тут ложится ваша карта, или вы будете покорять. Мужчина, например, будет покорять какую-то даму. Ну, женщина тоже может быть завоевывать внимание человека. Также это может быть знакомство в поездке. Поездка может быть в отпуск, может быть командировка. Десятка говорит о смене статуса, да, и вы на пороге любви, счастья, радости. Ну, давайте мы одну карту уточним. Да, заканчивается период одиночества. Может быть, оно и затянулось, да? Ой, пятерок много. Угу. Да, был кризис, была потеря партнера, разочарование. Может быть, даже заниженная самооценка. Может быть, человек как-то к вам не очень хорошо относился. Но в любом случае этот период заканчивается, у вас встает вот это солнышко. То ли вы тут влюбитесь, то ли вас будут покорять. Может быть, это ваш, ну тут король кубков, да, здесь приходит любовь. Тут для мужчин карта говорит, вы влюбитесь, будете покорять какую-то даму. А для женщин тут король с полной чашей любви на пороге. Почему тут десятка легла? В любом случае, это что-то очень радостное и приятное в конце этих 10 дней. А у нас тут еще на дне туз кубков. Это новая любовь, новые чувства. Да, поэтому знакомьтесь. Хорошо, работа, карьера, бизнес. Тут ложится двойка жезлов. Тут я говорю, если у вас на работе какие-то конфликты или разочарование вообще в самой работе, здесь вы стоите перед выбором. Может быть, кто-то ждет вот этого приглашения, чтобы куда-то уехать. То есть земной шар говорит о том, что человек смотрит куда-то вдаль. Или она говорит о сомнениях, оставаться, не оставаться на этой работе. Или, может быть, отшельнику это пойти по своему собственному пути. По пути своего предназначения. Может быть, уйти с работы на кого-то. Ну, во-первых, была борьба, были какие-то разочарования. Вот. Или это индивидуальная деятельность. Ну, давайте посмотрим. Может быть, вы в ожидании какого-то или приглашения, или выбор, да, вот начать что-то свое. Еще есть сомнения, то есть вот я сейчас с этой работы уйду, а вдруг мне там не получится. Ну, давайте посмотрим ваши перспективы-то. Угу. Тут, может быть, вы ждете, я говорю, переезд, да, и разрешительных документов
Король мечей — это власти. Власти — это какие-то официальные документы, это может быть там виза, или кто-то, может быть, ждет документов об иммиграции. Пока, может быть, вы и работаете там, где есть, но вы уже вот ждете уже вот куда отправиться. Еще, может быть, почему восьмерка легла разочарование? Может быть, здесь какие-то госструктуры вас постоянно проверяют. Ну, у нас кто это короли мечей? Это какие-то пожарники постоянно с проверками, налоговая. И вы уже думаете, овчинка выделки не стоит, да больше налогов плачу, чем зарабатываю. Может, как вариант и так быть. Может быть, здесь заключение каких-то договоров, контрактов. Ждете вы с какой-то властной структурой. Или, может быть, вы ждете какого-то приглашения, вот, может быть, в какую-то сплоченную команду. Это может быть и частный бизнес. Да, прошу прощения за шум. Сосед тут у нас пилит что-то. Хорошо. А вот для тех, кто ищет работу, ну, во-первых, семерка говорит, хочешь жить, умей вертеться. Да, предпринимайте какие-то активные действия по работе. И если хотите что-то свое начать, продумайте стратегию, как вы хотите этого добиться. Если вы хотите куда-то уехать, это желание какими-то окольными путями добиться результата, да, вот переехать. Также вы можете найти какую-то работу, но здесь велика вероятность обмана. Так, ну давайте мы посмотрим семерку. Хотите вы куда-то переехать? Вот, или начать новый бизнес, работу? Может быть, реально вы продумываете стратегию? Или знаете, как продумываете? Начать бизнес, но постараться вот, обойти законы, налоги. Да, здесь, может быть, какие-то скрытые заработки, которые вы просто не будете показывать. Ну, как вариант. Да, но кто-то может уехать куда-то. Хорошо, финансы. Ну, паж пентаклей. Здесь, может быть, какие-то небольшие деньги. Кто-то получит, например, детские. Также это, может быть, выплаты, какие-то премии. Может быть, на работе небольшое повышение зарплаты. Также это помощь от кого-то. Какие-то денежные переводы. Но также это могут быть траты на обучение вас или детей. И еще это присмотреть, например, участок земли. Может быть, дождаться какой-то помощи или прибыли. Это может быть, когда мы вкладываемся, там, ну, по пажу, это может быть какая-то дача или, вот, как я говорю, земля. Это что-то, куда еще нужно будет вкладываться. Кто-то, может быть, будет вкладываться в свой бизнес или, опять же, в какие-то свои проекты. Хорошо, в конце этих 10 дней у вас ложится десятка кубков. Ну, карта говорит о какой-то семейной радости. Это может быть надежные друзья, коллеги на работе, спутники в путешествии. Карта говорит о стабильности, о рождении детей, о подготовке к свадьбе или уже о самой свадьбе. Это мир и гармония в семье, или это хорошие отношения с коллективом, это работать над каким-то общим проектом. И с этими людьми вы можете добиться больших результатов. Кто-то может обрести любовь, вот, гармонию. Это смена статуса, то есть вы становитесь возлюбленным или возлюбленной. Ну вот радуга, она всегда несет нам надежды и благополучие на настоящее, но также на будущее. Ну а солнце, как совет говорит, ждите счастливых перемен. Кто-то ждет любовь, кто-то ждет, может быть, исполнение вашего желания, над которым вы трудились. У кого-то решаются вообще все проблемы, потому что все-таки Солнце — это очень позитивный аркан. И он говорит, что вам можно смело начинать какие-то новые проекты или ехать всей семьей, может быть, отдыхать. Вообще наслаждаться очередной победой и наградой того, над чем вы трудились. Она несет приятные новости, но также несет реализацию задуманного. Хорошо, давайте мы посмотрим, что нам скажет Кипер.
Овны, вторая декада ноября. Что вам хочет сообщить Кипр? Так. Ну, подарок вас ждет от какого-то взрослого мужчины. Контршип — это у нас партнерство. Так. Здесь может быть решение с жильем. Ну, подарок идет от взрослого человека. Это может быть ваш отец, дедушка для кого-то. А для тех, у кого на пороге новая любовь, вот по этой карте, это, знаете, ожидание повторения. Да? Вот мы знакомимся. Это уже ожидание обмана. Да, здесь как бы карта говорит, не настраивайте сразу себе на негатив. Так, сейчас. Это ожидание, знаете, чего? Официального разрешения, король мечей. Это куда-то уехать. Вот по семерке, может быть, реально вот пытаться как-то попасть туда, куда вы хотите, какими-то окольными путями. Здесь предупреждение идет, если вы хотите вот не дожидаться официального разрешения, а уехать, вы можете попасть на мошенников. Вот у нас там семерка мечей легла, это ведь подвох, это обман. То есть тут вам советуют, а то вы можете кому-то деньги отдать и их потерять. Тут вам советуют ждать официального приглашения. Вы его получите. Может быть, чуть позже. Да, так. Хорошо, давайте еще советы получим. Да, напишите в комментариях, нужны ли эти советы. А то, может быть, я попусту трачу и свое, и ваше время. Совет для Овнов, вторая декада ноября. Может быть, вы их и не смотрите. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нужны ли они. Так, совет. Тут у нас бассейн лунного света. Карта перевернутая сейчас. Ваши мысли темны, неясны и заполнены слишком большим количеством информации. Ограничьте свои разговоры, чтение новостей и просмотр телевизора. Позвольте тишине наполнить вас. Еще у нас совет королевы Луны, Овны, вторая декада ноября. Так, это у нас Ascensing, оценка. Карта говорит, для вас пришло время оценить текущую ситуацию. Тут самое главное, вы должны убедиться, что честны с другими людьми и честны с самим собой. Иногда трудные решения – это лучшее решение. Вы должны быть в состоянии оценить и быстро двигаться на основе этой оценки. Но опять же, здесь у нас воздушный шар, и женщина смотрит в трубу, да, куда-то вдаль. Если вы собираетесь уезжать, постарайтесь оценить ваши возможности. Так, хорошо. Ну и ответ от маятника для Овнов. Вторая декада ноября. Маятник, ответьте, пожалуйста, Овнам на их запрос, да или нет, о чем бы они ни спрашивали. Ответ «да». Вот такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего.